Итак, мы припарковались недалеко от города Гвадалеста, и так как дело было вечером, мы поужинали и решили не терять времени и прогуляться по ночному городу, потому что Гвадалест – это туристический город, завтра здесь будет полные улицы людей, по-любому здесь будут ходить туда-сюда туристы, делать селфи, а сейчас в 11 часов вечера этот город принадлежит только нам. Здесь абсолютно никого нет. Именно в это время можно прогуляться спокойно, насладиться атмосферой этого города, послушать звуки природы. Они слышны, птицы, кузнечики, запахи цветов. Все это присутствует. Я уверена, что в таком виде город вы еще не видели. Ночь – это время для сказок, поэтому на ночь глядя расскажу вам легенду про Гвадалест. Недалеко от Гвадалеста давным-давно жил судья, и была у него дочь, звали ее Юрайма. Она была так прекрасна, что к ней без конца приходили женихи. И тут однажды к ней пришел свататься воин, но Юрайма была мусульманского происхождения, а воин был христианского. И он сказал, что я хочу, чтобы ты была моей женой, а она не хотела. Отец ее решил защитить и тем самым спрятал в башне, чтобы не могли эти христианские воины забрать ее, и поставил охранять к ней стражника по имени Юсуф. И Юсуф охранял ее и полюбил, и она полюбила Юсуфа. Но пришло время, когда стражники все-таки, эти воины пришли за Юраймой, и бился Юсуф не на жизнь, а на смерть, и в итоге погиб. Юрайма так расстроилась, это было горе просто размера во всю вселенную. Она обняла умирающего Юсуфа и выдохнула. И говорят, что на протяжении всего времени, даже завтра, можно услышать это дыхание Юраймы ночью, когда совсем тихо, вдоль реки, вдоль этого озера можно услышать дыхание Юраймы. Вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец. Этот город известен как город музеев, и поэтому я хочу сказать, что это правда, потому что приходишь сюда, и на каждом углу ты видишь вывески музеев. Музей, музей. И чтобы попасть в сам город Гвадалест, нам нужно будет пройти через 8-метровую арку, которая была прорублена прямо в скале. Это единственный город, где такой вход. То есть представляете, что когда-то люди прорубили туннель, таким образом город был защищен. И подходя, мы видим крест. Крест – символ того, что мы входим куда-то. Здесь, конечно же, мы входим в город. Этот крест стоит здесь с 17 века, именно с тех пор, когда город был отвоеван у мусульман, и христиане, они ставили кресты везде. То есть на входе в любое жилище, в любой город, в любое помещение всегда были кресты. Здесь крест у нас стоит довольно-таки массивный и символизирует о том, что мы подошли ко входу в сам город, в город Гвадалест. Идем. Мы еще не успели войти в сам город, но посмотрите, сколько же народу. Группы туристов, приезжие, просто люди, которые живут в ближайших городах, они все приехали сегодня сюда. Ночью здесь было просто ни души. Поэтому мой вам совет: приезжайте сюда как можно позже и гуляйте по этому городу в тишине и покое. А сейчас мы будем проходить через этот туннель, 8-метровый туннель, который прорублен в скале. Это все видно. Это единственный город, где вход в него осуществляется именно через скалу. И таким образом город был защищен, и его было очень сложно атаковать, потому что, с одной стороны, это отвесные скалы, а с другой стороны, единственный вход, который можно было легко закрыть и оборонять. Еще один музей Каса Ордуни. Здесь вы как раз можете приобрести билет, чтобы подняться в замок Сан-Хосе. Еще один музей – это дом, типичный дом 18 века. И напротив у нас сразу же находится храм Пресвятой Богородицы, Успения Пресвятой Богородицы, который был действующим в течение 400 лет. Его строительство началось в 1734 году, а реконструкция была у нас повторена в 1962 году.
Так как город у нас стал туристическим и набрал много оборотов, жители не потерялись, они стали продавать сувениры. И это один из самых населенных сувенирами городок, потому что вся улица, которая ведет нас к центральной площади, просто усеяна сувенирными лавками. Посмотрите, здесь большое количество сувенирных лавок. Еще один музей. Еще один музей. Основные Осабуко и Оета. Оета – это похоже на рагу с гарбанцами, то есть с нутом, с овощами, с мясным бульоном. Вот такое некая похлебка, я бы даже назвала, очень, потому что когда холодно, это подается в горячем виде и согревает. Посмотрите, меню дель диа, то есть меню дня можно приобрести за 19 евро. На самом деле, мы когда прошлись, я видела, что за пределами города, то есть до того, как мы вошли в туннель, были меню дель диа за 10 евро. Здесь у нас 19. Что нам предлагают? Нам предлагают оета о энсалада, салат или оета. Дальше на второй вы можете выбрать дораду или кордеро, как козленка, теленка, ой, господи, барашка. И дальше у нас хлеб и дульсе, постре. Десерт дается, тоже включено, плюс напиток. Напиток можете выбрать кофе, либо бокал вина, либо стакан воды. Вот, даже есть у них мясо и осьминог. Ну, осьминога любит мало людей, особенно из наших регионов, я имею в виду из бывших Советских Союзов, потому что, здесь осьминог – это почти царь кухни, потому что я осьминога просто обожаю. Просто. Это моя любовь. Идем дальше. Так, мы находимся на площади Святого Георгия. Здесь стоит его монумент. Святой Георгий является покровителем города Гвадалест, и поэтому стоит в самом центре этого города. Также, конечно же, на площади находится городская ратуша. Эта ратуша была построена над старинной тюрьмой, которая здесь была ранее. С центральной площади у нас также открываются шикарные виды, ради которых приезжают сюда туристы. Туристы приезжают сюда не только за сувенирами и музеями, конечно же, нет. Этот город знаменит своими пейзажами. Именно отсюда открывается вид у нас на горы, на озеро, искусственное водохранилище Гвадалест, которое было у нас образовано в 1971 году за счет построения вон той плотины. Ну и тут мы сразу можем вернуться к истории, когда же образовался этот прекрасный город. Именно в VII веке сюда прибыли мавры Северной Африки и уж правили здесь более 10 веков. В XVII веке их изгнали. Прибыв сюда, они воздвигли две башни, воздвигли крепость и две башни. Первая башня была построена здесь, называлась она Пиньон де Алькала. Смотровая башня, потому что именно с нее можно было просматривать всю территорию в округе. И далее на самой высокой точке горы был построен у нас замок короля. Эти башни ранее соединялись стеной, потом, конечно же, когда были войны, землетрясения, эта стена обрушилась, и попасть в замок короля можно по металлической лестнице, которая у нас ведет от музея, который я вам показывала, Casa de Orgullo. Да, оттуда можно попасть уже по лестнице вот в этот замок короля. К сожалению, к этой башне доступа уже у нас нет, но мы можем посмотреть, представить, каково было солдатам обозревать территорию с такой верхотуры. И далее отсюда также мы можем увидеть на горизонте гора, она знаменита, туда тоже ходят туристы, есть пешие маршруты, называется Путь Кампана. Еще один очень интересный факт, который нам удалось узнать от жителей этого города, то, что до 1960 года сюда приезжали потомки феодалов, которым принадлежат эти земли. Они останавливались в этом доме на несколько дней, чтобы провести здесь праздник. И этот праздник проходил вот в этом храме, куда собирался весь город. И люди, которые живут здесь и арендуют их земли, они приносили дары этим хозяевам. Это был такой знак уважения. Конечно же, помимо этого, они платили арендную плату, но в эти дни, в эти 3 дня также приносились дары хозяевам этих земель. К сожалению, до наших времен эта традиция не дожила, потому что перетерпела много изменений, но тем не менее жители помнят, когда они были маленькие, они помнят эти
дни празднества, потому что все 3 дня или 4 дня город просто гудел, гулял. Музей, еще один. Говорил, что сладости, конечно же, у нас остались от арабов, но основная деятельность это, конечно же, мед. И поэтому все сладости здесь у нас на основе меда. В этом городе можно найти большое количество такой продукции. Смотрите, есть соты у нас, есть мед вот с сотами внутри, есть различные орехи тоже в меду. То есть все сладости у нас содержат мед. Конечно, аллергикам здесь будет нечего делать, но любителям меда, которые могут его купить, позволить, посмотрите, какой большой выбор. Гуляй просто. А также здесь мы видим ликеры на основе Ниспиро. Дальше, потому что Ниспиро здесь тоже произрастает в большом количестве, и можно купить различные алкогольные напитки с содержанием этих ягод. И для нас мы купили также гостинец, для нас самих порадовать. Это здесь называется хлеб с фигами, с инжиром, но на самом деле это перемолотый инжир с орехами. Он тоже есть разного вида, бывает различные сухофрукты, смешанные с медом и с орехами. Очень калорийная и полезная штука, потому что не содержит сахара, белого сахара. Все здесь абсолютно натуральное. Поэтому берем и везем с собой в Торревьехо. И как же нет, отро музея, боже мой, другой музей, еще один музей, музей пыток. И мы туда отправляемся, потому что он привлек самое большее внимание для меня. Привет. Короче, мы зашли, 5 евро стоит билет. Нас на входе встречают 2 маски. Зайчик с пальчик с носом поросенка. И вторая маска тоже зайчик. Конехито. Con nariz de cerdito. Ай, пап, идем. Обалдеть. Можно посмотреть, как все это происходило. Музей для тех, кому интересно погрузиться в историю пыток. Действительно интересно. Я для себя подвела итог, что пытали очень жестоким способом. На самом деле я думала, что я все это нормально могу перенести, но были моменты, когда комп вступал в горло. Действительно было ужасающее, страшное время. И я заметила, что все-таки в те времена любили потрошить людей. Были такие потрошители. О, здесь тоже есть еще одна пыточная комната. Можно спуститься и посмотреть. Несколько этажей занимает этот музей. Где-то около 3 этажей. Комнатки маленькие, но в каждой комнате представлено довольно-таки большое количество экспонатов. И самое интересное, что все это можно почитать. Ну, конечно, если испанский не знаете, можно включить переводчик и почитать через переводчик. Довольно-таки интересно, познавательно, но это для любителей. Для любителей, еще раз хочу уточнить. Здесь мы можем видеть письменный стул для детей, которые не хотят сидеть и учиться. Вот, и благодаря такому вот стульчику будут они сидеть и выполнять все домашние задания в срок. Родителям на заметку. Здесь мы видим один из методов контрацепции в древние времена. Пожалуйста, пояс верности. Прежде чем выйти на какую-то вечеринку, нужно одеть эти труселя и идти спокойно. Будете спать одни. Ух ты! Пирамида. Кажется, одной из самых жестоких. Это когда сажают на кол. Да, именно так происходило, да, у нас сажали на кол. Хочу сказать, что при Петре Первом тоже использовались эти пытки. Чисто испанская пытка, кстати, она была аж до 1975 года.
и потом ее уже отменили, называется Гаротте. Сами видите, здесь у нас стул, ошейник и металлический штырь, который вкручивается человеку в позвоночник. Страшная вещь. И представляете, всего лишь каких-то 40 лет назад она еще действовала. То есть это нет не такого, что там 100-200 лет назад. 45 лет назад это было в действии. Страшно подумать. Когда выходишь из этого музея, благодаришь Бога, что живешь вот совсем в другом веке, что в наше время вот этого всего нету. Действительно, у меня аж мурашки по коже. Вам тут будет очень интересно, вы тут не соскучитесь. Поэтому музей древних пыток тоже можно посетить. И подводя итог нашей прогулки по этому прекрасному городу, хочу сказать, что этот город стоит посетить. Вы должны его отметить на своей карте, куда стоит поехать в Испанию. Он находится всего лишь в 20 километрах от Бенидорма и в 65 километрах от Аликанте. Поэтому доехать сюда не составит никакого труда. Есть автобусы, машины. Доехать сюда просто. Помимо этого, город известен своими прекрасными, шикарными видами на озеро Гвадалест, своей историей, потому что он у нас основан с 7 века, своими музеями, учитывая, что здесь проживает 250 человек. На 250 человек здесь у нас больше 10 музеев. И посетив их, вы увидите, насколько здесь интересно и разнообразно. Ну и что еще хочу сказать, что я заметила, что днем этот город напоминает жужжащий улей, а ночью он принадлежит только вам. Поэтому вам стоит провести здесь день со своей семьей, и он будет для вас незабываемым. Кстати, хочу отметить, что в этом городе снимали 2 фильма. Один из них под названием «Большая греческая свадьба», режиссером которой является Том Хэнкс, и второй фильм под названием «Моя жизнь в руинах». Советую посмотреть эти фильмы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы вас любим, мы работаем для вас.